Всем доброго времени суток. Привет гостям и подписчикам моего канала. Сегодня мы с вами будем плести ключницу. Значит, что нам для этого нужно? Нам нужно трубочки светлые, любые темные, декор. Ну, мы уже по ходу буду уже как бы придумывать, что и как. В принципе, я уже плела, поэтому, ну, будем так говорить, декор там может у меня отличаться от того, что у меня было раньше, и то, что у нас получится сейчас. Что нужно? Значит, первое, что мы выставляем стойки для плетения нашего домика. Домик у нас будет крепиться на стену. Мы будем плести полотно. То есть обычно мы прямоугольное донышко. То есть как поступаю? Первое, что мне нужно, то есть 18 сантиметров мне нужно будет сплести. Приблизительно можно вот так. Да, 18. Сейчас, минуточку. Мы сейчас будем... Прошу прощения. Мы будем выставлять наши стоечки. Вот так. Я креплю, как обычно, булавочками. Сколько светлых, в общем, трубочек пойдет, я уже скажу в конце видео. Постараюсь посчитать. Вот, ну. Вот, то есть мы готовим вот так вот, фиксируем наши стоечки. Сколько у нас должно быть? У нас должно быть приблизительно, сейчас скажу, раз, два, три, нет, где-то 21 сантиметр. Вот 21 сантиметр, вот мы будем вот так вот выставлять наши стоечки. Я сейчас выставлю и включусь. Так, выставила я стоечки. Теперь плетем обычное полотно 18 сантиметров. Сейчас покажу. То есть вот я откладываю, да, вот 18 сантиметров вот до этих пор. То есть мы плетем каким образом? Я подставляю вот сюда вот так вот хвостик. И вот так. Мы будем проплетать. Все наращивания делайте за стойками. То есть с обратной стороны. Потому что здесь будет у вас лицо. И чтобы всех вот этих вот некрасивых моментов у вас не было видно, мы наращивание делаем за стойкой. Так. Клей. И вот так вот мы проплетаем 18 сантиметров. Никаких стоек боковых, ничего абсолютно мы не делаем. Просто простое обычное полотно. Вот так. Забыла еще сказать,
Расстояние между стоечками, квадратики у меня здесь расчерчены по 3 сантиметра. Вот так будем плести. Чем хорошо, кстати, вот это такое расчерчивание, то, что вот эти вот виточки, которые у нас с этой стороны, да, я их контролирую. То есть сколько у меня с одной стороны, сколько с другой. То есть чтобы все равномерно у меня было. И вот так плетем вверх 18 сантиметров. Вот таким образом поправляйте. Вот. Я не буду дальше занимать ваше время. Плести. Проплетаем 18 сантиметров. Я включусь и покажу, что делаем дальше. Заканчиваю я. Последний уже рядочек. И сейчас нам нужно будет выходить на крышу. То есть мы будем вот заужать. И вот как поступаю. Не доходя вот одну стоечку, я делаю разворот. Вот так. И плетем в обратную сторону. Точно так же и здесь. Разворачиваемся. То есть нам нужно сейчас будет плести как бы лесенкой. Ну, вот у меня как раз расчерчено по 3 сантиметра, вот, да, то так вот я и буду, ну, поднимать. И сейчас не хватит. Да, не хватает, придется на изгибе наращивать. Вот я себе 4 штучки так клея капну. Вот так вот нарасти. Так. Ну, приблизительно ориентируйтесь. Главное, чтобы ну, одинаковое количество было вот витков, да, тогда и подъем будет одинаковый. Ну и, соответственно, нужно ориентироваться на вот эти вот линии. Ну, сейчас как раз вот с вами доплету до нужного. Ну, как раз 3. Так, 4-й поворот. Вот. И снова, видите, на повороте получается. Ну, что делать? Придется. Вот, все, по 4 поворота. Теперь, не доходя одну, точно так же не совсем удобно все получается, но выхода другого нет. Так. Если уж так получается, то уже что же сделаешь? Придется делать здесь.
Так. И вот так вот мы проплетаем, пока вот мы не закончим вот на верхушке вот здесь. И у нас вот такое вот будет полотно. Я закончу, ну, когда уже буду вверху, включусь, покажу, что делаем дальше. Так, вот что у меня получилось. Теперь разбираемся с вот этими концами. Значит, как поступаем? Внутренние вот эти вот столбики мы срежем. Вот. Так. И теперь, вот, мы теперь берем вот так вот, загибаем их. Будем прятать в серединку. Ну, чтобы как-то более или менее красивая задняя часть у нас была. Потому что вот эти наши загибы, вот это все будет спрятано в любом случае. Вот так. Можете просто там обрезать, кому как будет удобно. Можете прятать их вот так вот сюда, в эту сторону. Ну, то есть как здесь уже не принципиально. Почему? Потому что вот эти вот все части, они будут у нас прятаться. Вот видите, как раз у нас вот эта часть, хвостик короткий. Его можно вот туда вот запрятать. Он тоже будет спрятан. Так. Теперь эту сторону загибаем. Вот так. И прячем вот рядышком. Как получается, так и прячьте. Это все равно, я же говорю, что задняя часть, поэтому не принципиально, я считаю. Хотя есть такие люди, которые все нужно прям идеально. Ну, стараемся по максимуму, чтобы все было хорошо. Так, видите, тоже тут такая же ерундень. Ну, что сделать? Придется прятать так. Вот туда. Так. Эти хвостики можно, в принципе, сделать вот так. Здесь обрезать. Здесь обрезать. И сделать красиво. Вот у нас есть кусочек. И мы сейчас все красивочко запрячем. Сделаем вот так. И у нас как раз не повылазят наши кончики. Выходим с положения так, как есть. Так. И вот наперед. Вот сюда. И вот так. Все. Готово. Теперь разбираемся с вот этими концами. Их тоже можно под самый-самый-самый. Они нам не нужны. Они прихватятся клеем. Вот так. И вот так. Так, готово. Сейчас этот бардак чуть приберу, чтобы было как у настоящего мастера. Все. Значит, это вперед. Теперь нам нужно подготовить 3 крючка. Так, раз. Ну да, где-то 3 крючка. Значит, смотрите. Проволока. Проволока довольно-таки, я вам скажу, гнется очень тяжело. Я ее не знаю, как она называется. В общем, я ее вытащила. Знаете, вот сетки есть такие вот, ну, обтягивают там огороды. Ну, вот такое вот. Вот такую вот и я себе вытянула. И сейчас буду проталкивать или пытаться, во всяком случае, протолкнуть в трубочку. Здесь у меня такие по металлу. Срежу кусок, потому что здесь слишком... Вот. Теперь берем нашу трубочку.
И вот так вот я сейчас буду. Вязальная проволока не подойдет. Она, ну, она может и подойдет, но мне она что-то, я ну, не знаю, я как-то сомневаюсь просто, что выдержит. Вот. Там напополам вот так вот. Маловато, наверное, я сделала. Да, мало. Мы сейчас еще попробуем. И такое вот бывает. Так, сейчас пробуем еще раз. Здесь у меня уже не пролезет. А нет, пролезла. Так. Ну, нет, еще чуть-чуть. В общем, делаем на пол трубочки. То есть вот все, что я вам показываю, это постепенность вот такая того, что нужно заготавливать. То есть для того, чтобы сделать. То есть не... вот. Вот так. То есть это мы делаем с вами крючок. Вот так вот я... Очень твердая проволока. Мне прям тяжело ее загибать. Вот. Вот так. И вот таких вот мы делаем 3 крючка. Лишнюю проволоку можно срезать. Если у вас будет вязальная проволока, но твердая, можете, ну, не ее использовать. У меня просто нет. Есть вязальная, но она слишком тонкая, и мне кажется, что просто, ну, крючок не может не выдержать. И вот так вот делаем такие усики. Вот. И вот так вот мы... Вот. Вот такой вот будет крючок у нас. И вот таких вот 3 штуки нам нужно сделать. Один есть, я сейчас закончу, сделаю 3, включусь и покажу, что будем делать дальше. Заготавливаем 3 штуки. Так, сделала я, значит, 3 вот таких, прошу прощения, крючка. Вот. Вот такие вот они будут. И теперь начинаем самое интересное. Начинаем снизу. Нам нужно делать декор. Я вот так вот сейчас буду приклеивать наши трубочки. Вот так. Вот. Вот так вот. Штучки 4 я приклею. Буду, наверное, на горячий клей, чтобы это все быстрее было. И по чуть-чуть вот так вот буду фиксировать их. Так. 4 штучки. То есть крепим с вами 4. Вы можете на ПВА. Я уже как-то привыкла вот к горячему клею с ним работать. И вот так вот буду приклеивать наши 4 трубочки. Сейчас приклею и покажу, что делаем дальше. Приклеила я 4 трубочки. Теперь вот наши вот эти крючки. То есть за что будут цепляться наши ключики. Я беру с обратной стороны и проталкиваю вот так вот между плетением. Вот. Вот так. Одна. Теперь сейчас мы вторую протолкнем. Где-то 2. Через одну 3. Вот здесь. Вот так. Вы же можете, опять же таки, вы можете купить крючки и не заморачиваться, допустим, вот так, как я, да, что, ну, приходится делать крючки. Ну, мне, например, нравится, чтобы все было прям вручную сделано. Так. И последняя наша. Вот мы вот сюда. Где она у нас тут? Вот тут. Можем вот
чуть выше взять. Вот так. Может, тень падает, плохо видно. Вот. И вот так выгибать. Выгнуть так, как нужно. Вот. Раз, два, три. 3 крючка. Теперь что я хочу? Я хочу последнюю трубочку вот так вот. Вот. Спрятать нашу некрасивую часть. Вот так вот. И сейчас я аккуратно буду все это дело приклеивать на клей. Вы можете, опять же таки, повторюсь, не обязательно на горячий, можете на ПВА. Ну, просто ПВА дольше схватывается, поэтому я пользуюсь именно вот таким клеем. А здесь детальки такие необычные, что нужно, чтобы быстрее схватилось. Так. Теперь здесь. То есть я просто прячу. Вы можете, опять же таки, повторюсь, на ПВА, если вам не к спеху. Хотя я считаю, что можно аккуратно и таким клеем все это дело приклеить. Так. Ну, вот так мы спрячем нашу вставку. Все. Так. Вот так. Здесь будет еще декор. Здесь это еще не все. Вот так. Здесь лишнее я обрежу. Сюда я приклею потом трубочку. Так, готово. С этим разобрались. Дальше. Я подготовила вот такие вот кругляшки. То есть скрутила одну трубочку и приклеила хвостик. И что я буду сейчас делать? Так же самое использую горячий клей. Наклеила. И по бокам вот наших, прошу прощения, вот так вот сюда буду я приклеивать. И так все 5 штучек. Вот с одной стороны у меня будет 5, как бревнышки. Вот в старых деревенских домах. Вот с бревен делали дома. И вот такие вот. Сейчас объясню, почему 5. Сейчас выложу вот эту вот хотя бы одну сторону. Выкладу, вернее, прошу прощения. То сейчас начнут меня исправлять. Вот, 4. И последние 5. Пятое. Вот. Здесь у меня станет... здесь будет крыша. Вот сюда мы еще будем с вами крепить. Вот. Так. Теперь. И делаем следующую сторону. Точно так же. Приклеиваем наши кругляшки. Вы декорировать можете как вам будет угодно, как душе будет угодно. Это уже на ваше усмотрение. Мне вот хочется вот так. 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 Четвертое. И пятое.
Все, бревнышки готовы. Теперь мне нужно вот эти хвостики наши тоже приклеить. Я их, ну, вы можете их не приклеивать, но это как бы уже на ваше усмотрение. Я как бы для надежности вот хочу их вот так вот прихватить. Здесь можно тоже наклеить такую вот белую трубочку светлую. Вот. И опять же таки скрыть вот эти вот, ну, некрасивости. Я сюда приклею, потому что, ну, не очень мне нравится, что вот такая вот красота здесь. Вот точно так же и здесь. Вот одна сторона. И вторая сторона. Снизу тоже вот это все скроется. И последнюю. Как раз, видите, в ложбинку укладываются наши вот эти хвостики. Вот. Так, пускай пока остывает. Так, готово. Так, есть. Теперь мне нужно сделать дымоход. Хочу сделать. Вот у меня есть такие трубочки, они уже подсохшие, конечно, но это как раз и хорошо. Как я буду поступать? Обрезаю скрутку. Ну, приблизительно, ну вот, да, вот как бы будет вот так вот крепиться. Вот, вот где-то вот так вот будет дымоход. Ну, приблизительно одинаково срезаем. Так. Будем делать такой вот старый деревенский дымоход. И опять же таки точно так же капаю клея. И вот так креплю. Так. Нужно, чтобы схватилось хоть чуть-чуть. Сейчас придержу. Так. Лишнее убираю. Клей горячий. Вот такой у меня будет дымоход. То есть вы уже декорировать можете как вам душе угодно. Я показываю то, как мне хочется. Можно вот с этой стороны. Давайте вот с этой я прикреплю. Вот так. Также на горячий клей. Или термоклей, как его называют. Вот так. И хорошо прижать. Вот так. Так, все. А теперь начинается у нас самое интересное. Нам теперь нужно сделать крышу. Берем наши трубочки. То есть как я делаю? Вот насколько мне нужно сделать? Вот, допустим, вот так, да? Вот. Вот так мне нужно приклеить все наши трубочки, чтобы спрятать некрасивые части. Вот. Можно вот так, большое количество. Можно немножко. То есть здесь вы уже смотрите на свое усмотрение, как вы хотите. Я как бы буду, ну, вот приблизительно как-то вот так. Так это все дело крепить. Так. Вот так. Вот. И вот так все это нужно приклеить.
Вот. Это будет одна часть. Тоже буду сейчас клеить на термоклей. И мне вот. Можно, в принципе, можно. Мы сейчас посмотрим, как у нас с обратной стороны. Вот так вот у нас с обратной стороны. Вот. Вот так вот все это дело сейчас я приклею. Только нужно чуть-чуть хвостиков поменьше. Сверху. Ну, вот как-то вот так. Вот так вот я сейчас и приклею. На термоклей каждую трубочку буду сейчас приклеивать. Вот. Все, я сейчас приклею, включусь и покажу, как будем делать вторую сторону, чтобы вот, ну, соединить это все. Так, приклеила наши трубочки. Теперь самое интересное, что нужно вот эту вот часть нам срезать. Но как ее срезать? То есть я беру линеечку и вот приблизительно вот так вот буду сейчас вот так вот аккуратно ножничками проходиться. То есть, чтобы сделать метку, потому что сейчас нужно будет подгонять нам. В принципе, это можно было сделать и заранее, но вот честно, я как-то и не заморачивалась о том, чтобы делать это раньше. Я вот как-то вот так вот все сразу делала. Это все потом буду скрывать. Так, теперь делаем дальше. Точно так же сейчас буду каждую трубочку вот так вот приклеивать. То есть здесь останется рубчик, и мы его тоже приклеим трубочкой, спрячем. Вот так. Каждую теперь будем подгонять и приклеивать. Я сейчас закончу, включу и покажу, что мы делаем дальше. Так, вот что у меня получилось. Склеила. И вот эту вот перемычку, там где был настык, я просто проклеила вот такой вот трубочкой. Так, теперь я хочу отгородить нашу крышу от центральной части. Вот так вот я тоже вклею вот сюда вот наши хвостики. Вот так вот сюда будет перемычка идти. Туда. Вот. И вот так вот сейчас также я приклею. Вот туда как раз вот. И вот так вот у нас будет идти перемычка. Здесь можно любой узорчик, то есть сделать, какой вам будет душе угодно. Вот. Вот сюда сейчас и приклеится. Вот. Здесь мы еще сделаем окошко, дверька, и ключница наша будет готова. А здесь хочу еще сделать лавочку. И дальше мы продолжаем все точно так же. Единственное, ну, я покажу еще, как я делаю дверки. Вот. Сейчас я доделаю, сделаю еще лавочку, сделаю окошко. Точно так же все буду вырезать. Вот. И покажу, как буду делать дверки. Я сделала квадратик с трубочки. Снизу приклеила вот такую вот. Не знаю, что это, даже какая-то рюша такая, в общем. Вот. Здесь, говорила, здесь приклеила. Сделала вот такую лавку. Можно здесь еще одну перемычку, в принципе, поставить. Такой вот. Ну, как-то мне вот захотелось вот делать две. Теперь нам осталось сделать дверь. Как я буду делать? Значит, первое, что я буду делать, я измеряю, где она у меня будет. То есть, ну, будет вот приблизительно здесь. То есть 6 сантиметров беру.
То есть, чтобы можно было сюда приклеить и сюда. То есть, чтобы был упор. 6. И по высоте где-то, что у нас, 9 сантиметров. Вот. Теперь беру листик. И откладываю. Ну, как вот приблизительно сделать, да? То есть, сейчас вот так вот оборву. Давайте я отрежу, чтобы уже красиво. Вот, значит, мне нужно будет сейчас вырезать, нарисовать, вернее, грубо говоря, шаблон такой вот, да. Так, значит, 3 сантиметра. 3 сантиметра вот так. И 3 сантиметра вот здесь. Так, вот, это у меня получается, чтобы ровную дверь сделать. Это криво, мне не нравится. Не нравится мне это. Как бы не так вот ровненько сделать. Ладно. Так, делаем вот так. Вот. Отмеряю 9 сантиметров вот здесь. То есть это верх нашей крыши. Вот здесь вот будет. Так, отмеряю здесь 6. Это другая сторона двери. Вот. Вот. И теперь мне нужно сделать закругление. То есть вот как-то вот мы сейчас вот так вот я вот перегну, да, и вот как-то вот красиво нарисовать, как у меня будет идти дверь полукругом или вот что-то вот такое вот найти, почем можно нарисовать, чтобы оно было ровненько. Сейчас мы придумаем еще нарисовать любую, в принципе, можно взять любую крышку, чтобы вот как-то вот так, да, по крышке вот сделать вот. Ну, как раз угадала. Вот. Вот. И вот так вот я сейчас вырезаю. Вот. И вот это шаблон нашей двери. Вот. Как я буду поступать? Точно так же, как и с другими трубочками. Я буду брать трубочки и вот так вот приклеивать. Но буду наклеивать прямо на вот эту вот бумажечку. То есть я наклею сейчас, включусь и покажу, что делаем дальше. Так, вот что у меня получилось. Вот я приклеила полностью все на заготовку. И сейчас мы по вот этому шаблону просто вырезаем по кругу. Так. И теперь низ. Теперь вот с этой стороны вот так. Вот. И вот такая вот дверька у нас получается. Но это еще не все. Нам же нужно сделать красиво. Что предлагаю сделать? Предлагаю сделать вот так. Обклеить еще дополнительно вот так вот трубочкой вокруг вот этой вот заготовки двери. Вот так. И потом все это дело крепим прям вот к нашему изделию. Я сейчас приклею и включусь. Так, ну вот. Обклеила. Также приклеила вот такую пипку. Ручка. И вот так вот мы приклеиваем.
полностью со всей заготовкой. То есть вот так вот. Я не жалею. Главное, чтобы хорошо просто прикрепить. Так. И не промахнуться. Вот так. Вот. Так вот наше изделие. Так. Ну что, вот такая красотища у нас получается. Вот. Вот так вот. Здесь можно ключики, дверька. Это как бы декор. Но, естественно, декор вы все можете делать одинаково. Ну, как хотите, на ваше усмотрение. А так, кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь. Будут какие-то замечания, либо, может, какие-то там идеи новые, пишите в комментарии, буду очень рада. Кстати, здесь я еще сделаю такой бантик. И вот такая вот красота ключница у нас получится. Кстати, по поводу завязки, еще хотела сказать, я, прошу прощения, забыла уточнить, что завязочку я сделаю вот такую вот из ниточки. То есть вот, как раз вот сзади, вот здесь вот у меня есть место. Ну, как раз сейчас при вас это и покажу. Вот так вот сюда раз, протолкнем. Вот туда. Вот. И вот такая вот красота. Естественно, я это все подвяжу вот так вот. На ниточку вот такую вот. Все. Это не режет нитку. Мы вот так. Ой, прошу прощения. Все. Выверну наизнанку, чтобы не видно было хвостика. И вот такая вот у нас получается. Вот. Вот так. И вот так. Всем, кому понравилось, еще раз напоминаю, ставим пальчики вверх. Кому не нравилось, не нравится, можете и вниз поставить. Я не обижусь, но запомню. Декор на любой вкус, какой пожелаете. А так, всем спасибо, кстати, что меня поддерживаете. Всем удачи!